Простуда на губах для многих это как минимум нарушение внешней привлекательности. И мало кто догадывается, что вызывает ее вирус герпеса, дремлющий внутри организма. Сегодня мы узнаем всю его подноготную. Здравствуйте, мои хорошие! Знакомая многим лихорадка, простуда на губах или по-другому малярия в медицине носит имя ВПГ-1 или вирус простого герпеса первого типа. Именно о нем и пойдет сегодня наш разговор. Герпес – самый распространенный вирус на Земле, а по статистике вирусом простого герпеса первого типа заражено порядка 95% населения нашей планеты. Самый распространенный путь заражения вирусом – прямой контакт при поцелуе или с кожей зараженного. А вне тела человека вирус остается жизнеспособным в течение нескольких часов. Поэтому наряду с воздушно-капельным путем распространения вируса при чихании и кашле существует вероятность заражения через посуду или предметы общего пользования. А заразившись раз, от вируса невозможно избавиться. Сам момент заражения может пройти незаметно, а впервые встретившись с вирусом, иммунная система организма успешно ликвидирует его на коже и слизистых оболочках. Но успевший проникнуть в нервные узлы агрессор остается для нее невидимым. Вирусная ДНК как бы засыпает до поры до времени в ядрах нервных клеток, ожидая благоприятных для размножения условий. Когда они наступают, стартует механизм размножения. Свежеобразованные вирусы перемещаются по нервам кожи и поражают ее, что визуально проявляется в виде язвочек на губах. Каковы же причины пробуждения герпеса? Как правило, это переутомление и частые стрессы, механические травмы, обострение хронических заболеваний, вирусные или бактериальные инфекции, переохлаждение, истощение и недостаток витаминов, прием некоторых лекарственных препаратов. Типичным проявлением недуга является появление по контуру губ болезненных, наполненных жидкостью пузырьков, которые со временем лопаются с образованием язвочек, покрытых коркой. Давайте поэтапно рассмотрим этот процесс. В первый день развития инфекции больной ощущает чувство зуда, дискомфорт в том месте, где впоследствии образуются язвочки. На второй-третий день на коже или слизистой появляется первый видимый признак – наполненные жидкостью пузырьки. Четвертые сутки ознаменовываются образованием на месте пузырьков болезненных язвочек, которые в течение следующих 4 дней подсыхают и покрываются коричневатой корочкой. Часто корка трескается или отваливается, из-за чего возникает кровотечение. А на 9-12 день язвочки полностью заживают, как правило, не оставляя после себя никаких видимых следов. Как же лечится герпес? К большому сожалению, на современном этапе развития медицины вылечить герпес полностью нельзя, а можно лишь только бороться с его проявлениями. Лекарственные препараты, применяемые при лечении герпеса, по своему действию можно разделить на 3 группы. Ослабляющие или прекращающие неприятные симптомы заболевания – боль, зуд, жжение. Замедляющие развитие заболевания и ускоряющие заживление. Препятствующие образованию язв. Среди средств, применяемых местно, можно выделить мази ацикловир и завиракс, которые успешно борются с местными симптомами герпеса и способствуют ускорению заживления кожных покровов. Тетрациклиновая мазь и гель панавир хорошо предотвращают распространение вируса после разрыва пузырьков. Анестезирующие вещества, нанесенные на язвы, могут ослабить жжение, зуд и боль. Применение антибактериальных препаратов не влияет на вирус герпеса, однако создает благоприятную среду для заживления язв. С целью увлажнения и смягчения герпетических язв можно применять бальзамы для губ, язвы будут меньше кровоточить и трескаться. Что касается общего лечения герпеса, то это в первую очередь повышение иммунитета, ведь именно ослабленная иммунная система и приводит к пробуждению спящего вируса. Справедливости ради стоит отметить, что в настоящее время разработана и уже применяется вакцина против герпеса. Однако появилась она сравнительно недавно, и опыт применения ее пока небольшой.
А поэтому окончательные выводы о качестве данной прививки и возникновении побочных эффектов после ее применения делать пока рано. А народная медицина тоже не осталась в стороне и предлагает целый ряд способов для местного лечения герпеса. С целью увлажнения и смягчения герпетических язв хорошо подойдет смазывание их маслами облепихи, чайного дерева или соком алоэ. С антисептической целью и, соответственно, для скорейшего заживления можно использовать промывание язвочек обычной чайной заваркой. И в заключение несколько советов, которые помогут облегчить течение болезни и оградить ваше окружение от заражения. Выдавливание герпетических пузырьков категорически запрещено. Этим вы усугубите течение болезни, открыв прямой доступ в ранку микробам. Для девушек желательно на время болезни отказаться от нанесения макияжа, дабы избежать распространения вируса по поверхности лица. Не забывайте, что вирус герпеса очень заразный, поэтому старайтесь не прикасаться руками к язвочкам. Если такое случилось, незамедлительно вымойте руки с мылом. Если вы используете контактные линзы, ни в коем случае не смачивайте их слюной. Иначе неизбежно поражение вирусом герпеса области глаз. Чтобы обезопасить окружающих от заражения, на время болезни забудьте о поцелуях. Никому не разрешайте пользоваться вашими приборами для еды и личной гигиены. Если вы любитель орального секса, целесообразно временно приостановить эту практику, так как вирус герпеса легко может перекочевать на интимные органы вашего полового партнера. После того, как герпес на губах пройдет, рекомендуется тщательным образом продезинфицировать все предметы, которые контактировали с язвочками: посуду, бритву, зубную щетку, полотенце и так далее. Не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!